достаточно приятные впечатления от этого турнира пока что. Выиграли 2-0 Талон. Вот. В целом прикольно, когда ты фаворит, прям нормальный такой рабочий. Вот. Не знаю, какое-то такое ощущение, что вот команда много может, хотя у нас не было такого, что мы там на фулл уверенности играли и выигрывали вообще там без шансов кого-то, то есть везде были такие клосс-катки, но мы выигрываем, мы набирают ребята уверенность, ну даже я уверенность набираю, я думаю, ребята уж точно набирают уверенность. Надеюсь, это все закрепится и не будет какой-то недооценкой будущих противников обрастать, как-то так. Помните, что 8 это наше проклятое 8 это предел. 8 проклятое число. 8 парней это наш предел. Проклятое или проклятое? Проклятое число. Это проклятое число. Давайте у нас 8-2, так мы короли. Мы, если что, мы топ-1 группы занимаем, Да. чтобы гладиатора выбрать. Не, без шуток. Не, знаете него? Не, парни, после вчерашнего 6-2, блять, как бы верхний После вчерашнего 6-2 уже первый этаж попадает. Так, ребят, Не, надо начинать. У нас 6-0, так, парни, надо первое место занимать, чтобы гладиаторов выбрать, потом 6-2, так, парни. Парни, кого выбираем, не гладиаторов. Не, парни, завтра бы не 0-4 как-нибудь сделать, потом 8-2, бля, гладиаторов надо выбирать. 3000 голды просто. И потом следующий торментор на 30-й появится, это тоже для нас полторашечка. подписывайтесь на ГПК Дота. ГПК, нижнее подчеркивание, Дота 2, телеграм-канал. Передаю привет Игорю. Игорь лучший, Игорь самый лучший. Так есть еще дуна, надо убирать сам. Смогли. Че, еще один день 4-0. А ты вчера после Секрет говорил, проебали после драфта первой карты. Так мы и проебали. А почему? Почему ты сказал вообще так? Ну, блин, тяжело там драфт прошел, конечно. А я вообще, мне кажется, нормально так подзакинул против Секрет драфта. А чем именно? Ну ты мне говорил, ну типа вот, что можешь сказать, скажи. Да, Чем? блин, ну что сказать-то, думаю, для тех, кто чуть-чуть в доте понимает, ну там все просто и понятно. Я героев разменивал, не совсем выгодно для себя, и попал там в уникальную ситуацию на стадии драфта. Не сориентировался быстро. Но я в целом выводы сделал. Я думаю, что если будет аналогичная ситуация, знаешь, как шахматный дебют, я понял. то я уже сделаю другой ход. На опыте будешь. Я уже сделаю другой ход, да. Понятно. Что, у нас сегодня 4-0? Ты удивлен? Ну, я да. Ну, немного, да. Ну, сегодня по факту... У нас были сложные оппоненты, они типа тоже 6-2 шли. Да. Как бы, ну, в принципе, чему удивляться? Я на этом турнире рассчитываю, что если у нас в целом как бы будет нормальный там лайнинг, нормальный переход в мингейм, то мы конкуренцию составим любой команде. Сегодня было более удачно. Мы не выкатились с линии, как против Секрете. Выиграли. Ну, это да. Что, мы, получается, засекюрились в плей-офф? Ну, да. Что еще, как рад? Винера опять? Да, блин, Уже стабильность, слушай. Венера на этом турнире немного дают. Больше 8 побед в группе на мажоре. Винера. Да, уже два раза, 10, два раза. слышишь, уже 10. Два раза, уже 10. Ну все, вроде. Планки бьются, Уже понимаешь? можно не верить в проклятие. Что вообще, с кем бы сыграл Винера вот первый матч? Вообще? Первый матч. Да. Венера. Не, да, Ну, не если важно, мы вот... не важно с кем. В группе то все команды сильные. Но я скажу так, если будет шанс у нас выбор, кого брать, то мы возьмем гладиаторов, я думаю.
Ну, Саня сегодня говорил это тоже, наверное, хронологически пораньше на влог попадет. Вот, то, что... Ну, мы так договорились между собой. Просто это будет круто. Понимаешь? Ну вообще, да. Типа, Просто это самых сложных, да, себе? Просто суть в том, что, ну, ты приезжаешь на турнир, и ты хочешь, ну, как бы заебашиться с гладиаторами. Ну, у нас каждый турнир с ними в группе же. И вот надо, ну, то Да. есть, если будет шанс, то надо. Неважно, там, деньги, вот эти вот все, ну, как бы там, забраться побольше, удобнее кого-то. Мы приехали играть в доту. Это да. Так, ну, надо сразу же с гладиаторами играть тогда, если будет возможность. Что вообще, с чем связываешь вообще, вот, ну вот, чисто твое мнение? Получается то, что мы прям, ну, относительно резко стрельнули в плане того, что у нас относительно резко поменялся результат, то, что у нас, типа, топ-6, ну, по сути, того мажора, ну, кто бы что ни говорил, вот, и у нас... И вместе с топ-6, ну, типа, вот сейчас мы уже секьюримся винера, понятно, тьфу-тьфу-тьфу, но вообще с чем связываешь вообще все, ну, вот такое вот резкое изменение, знаешь, типа, в команде? Ну, вот у тебя есть какие-то просто твои предположения? Вот, Блин, что? ну, я не знаю, может, для кого-то это и выглядит, что это будто бы резко как-то, но для меня это вообще не резко, нифига. В это все вложено очень много времени, сил каждого из нас, всех. Ну, В том числе и организации, я думаю, как бы, поэтому это происходило не резко. Ну, для всех просто это, понимаешь, то, что, типа, мы... Да нифига не, ну, блин, мы стараемся совершенствовать свою игру, ну, и с каждым разом работаем над этим. Мы живем, блин, друг с другом на протяжении уже долгого времени, вот, уже сколько, просто 8 месяцев, наверное? порой уже тошнит видеть друг друга, реально. Так же. Было. Ну, блин, мы же просто постоянно 24/7, и мы не то, что там, ну, как все думают, может, там в пабг играем, да? Да, ну, это в прошлом. Но в пабг играли, было В пабг такое. играли, но это в прошлом. Ну, блин, можно же совсем с ума сойти, если ты там просто вот все 24/7 будешь в доте. А мы очень много этому уделяем Ну, мы, времени. кстати, научились благодаря там и Глебу, и Тёмчику, и вообще всем, мы научились же развеиваться тоже, потому что можно же и перегореть, и мы в какой-то момент и перегорали. Мы научили как-то вот научились как-то балансировать. Мне кажется, это один из вот Ну, таких... Я сейчас не согласен, ну, типа, то, что с высказыванием, типа, мы резко что-то стали. Не-не-не. Ну, то есть у нас результат, ну, да я не знаю, ну что, мы вот даже здесь, на этом турнире, мы вышли в верхнюю, то есть, по сути, это топ-12. Мы же можем вообще хоть пикнуть гладиаторов, отскочить от них, И по карме еще еще внизу проебать, и топ-12. Так можем, да. И о да. чем, ну что Да. значит резко? Ну да. Надо судить по результатам, а результат, ну, он всегда был планомерный. На первом лиме-мажоре там, ну, у нас было много проблем там по пулу, по геймплею, потому что мы болели. Как бы там, ну, сваливать на это я не буду, но, блин, это решает Но все. это точно тогда решило, это факт. И я там тоже болел, не простыл, но мне было очень плохо. И как бы я не мог там адекватно как-то с командой. Второй мажор в Берлине, ну, я уже рассказывал все по поводу. да. Плюс мы со Стендином по поводу Да, там подготовки своей собственной. Я все рассказал, как есть, ну, пусть судят. Ну, в Лиме нам мало что мешало. Ой, на Бали нам мало что мешало. На Бали, До поры. судите сами, что, Ну да. что на Бали. Что, сейчас, получается, у Сказочно. нас будет, получается, лан, у нас будет сцена, первая игра такая в плей-офф. Ну, в группе, мне кажется, все равно, как будто, знаешь, как будто, типа, именно ребята сами себе, все равно же есть какое-то давление со стороны. Мне кажется, что вот сцена в группе, она не такая сцена, как вот в плей-офф. То есть, понятно, что там ничего не изменится, но мне кажется, как будто вот цена у этой игры уже, типа, будет побольше, и МБ, и прежер будет побольше. Да не знаю, ну, мы там окажемся, увидим. Что тебе А как сказать. тебе, кстати, вообще сама сцена, сам стадион и так далее? Ну, прикольно, просто народу там нет. Ну, типа, я вместимость. столько лет не был на ланах, но вот, которые были со зрителями, знаешь, вот как-то не доводилось. И, ну, хочется прям, чтобы там был хотя бы... Он зал-то маленький. Да. Вот, ну, хотелось бы, чтобы там было вот людей побольше, чтобы вот... Но пошуметь там чувствовался. можно все равно. Ну, там можно пошуметь, там в целом все прикольно сделано, даже вот с точки зрения, ну, какого-то интерактива.
там, если кто-то погибает, да, на карте, то в тебя красный свет дает, ты сидишь, ну, весь, в красных лучах этих, то есть грустный такой. Да, ребята говорят, впадло умирать, потому что весь сидишь Ну, красный. то есть это классный интерактив, то есть ты уже понимаешь, что ты не дома там сидишь или в своей практике, здесь уже что-то новое. То есть могут быть какие-то там комментаторы где-то там глубоко на дальнем фоне что-то, маячит, может где-то отвлечься. Дискомфорт тоже какой-то, там тоже посмотрел капли, на еще кого-то, допустим, люди какие-то ходят. Ну, естественно, никто там голову не поднимает из-за монитора, но все равно народа просто вот, не чувствуется, что там, знаешь, ты раньше приезжал на лан, и там это let's go, да. И всегда за Liquid, кстати, только тоже. У меня тоже ассоциация лана, это let's go Liquid. Просто их так много не передать. Везде, куда не поедешь, есть зрители, там всегда let's go Liquid. Кстати, о фанатах, а вот что, чувствуется какая-то поддержка вот сейчас с результатом? Ну, то есть что-то поменялось, когда мы лузали, и вот сейчас там, чуть-чуть Слушай, я не знаю, я не читаю комментарии уже очень много лет. И я только обращаю внимание, что есть такой сайт новостной, очень популярный. Так. Вот, я думаю, все понимают, про какой сайт. И там, когда мы проигрываем, там просто комментариев, немерено, там их 300 штук. Я даже боюсь представить, что там происходит. То есть вот каждый раз я замечаю такую тенденцию. То есть, там, наверное, какой-то лютый холивар происходит, потому что, мы тоже такая безумная команда, которая может проиграть кому угодно, может выиграть. Слушай, на Бали вообще очень много поддержки по факту было. Вот, я не знаю, там, меня никто не у тебя писал, соцсетей нет особо, да, но вот я от себя могу сказать, что на Бали прям супер много поддержки было. И после влога, и вообще в целом после, вообще всей ситуации, которая была, за что вам спасибо. Вот. Супер круто было. Ну что, тогда го сейчас... Да, так вообще, ребята, спасибо большое. Бывали, там мне писали люди, вот я говорил на Лиме-мажоре, что приятно было. Ну и поддерживают тоже, очень много. Вот я могу по себе точно сказать, что очень много людей, даже вот в нашем комьюнити, там, менеджеры и так далее, когда надо, всегда поддерживают, вообще тех, кого даже не было на лане, там мне много кто писал, вот, поэтому и за поддержку спасибо, и за хейт адекватный, за неадекватный благодарить не надо. Я вообще, если что, вот я не пишу, кто пишет мне, я почти всем отвечаю, реально. То есть, когда у меня есть время, я реально почти всем отвечаю. Мне иногда такой бред пишут, просто такие тупые вопросы. Я все равно думаю, человек там 16 лет, как пробиться в киберспорт, или 14 лет. Вот вопрос. Мне 14, как пробиться в киберспорт, помоги. Я сижу, думаю, ё-моё, я отвечаю, нормально отвечаю, ты стараешься. Играем мемы, смотри реплей. Да, то есть, сейчас меня после этого видоса завалит нахрен этим вопросом. Кстати, да. Ребят. Еще надо Дискорд оставить. Тогда, если их будет дофига, заигнорим, не знаю. Не, правильно. Так или всем просто копипасту буду отвечать одну и ту же. Вот. Все тогда. Будем закругляться. Будем чилить. Вот. Да, спасибо, ребят, что болеете там за нас, сильно не горите. Можем так и влог закрыть. Можем там что? Кому-то проиграть, мы не специально. Так просто получается. Мы можем многое, а вы должны поставить лайк и подписаться на канал. Пока.